Национальный центр «Россия» — это общественное пространство, в задачи которого входит укрепление национальной идентичности, формирование чувства гордости за страну и развитие профессиональных навыков детей и молодежи. Этот масштабный проект создан указом президента Владимира Путина 1 июля 2024 года для сохранения наследия международной выставки форума «Россия» и демонстрации достижений страны на постоянной основе. Национальный центр «Россия» — это территория 28 тысяч квадратных метров. Гастрономические ряды. Выставочное пространство площадью более 6 тысяч квадратных метров. Конгресс-зал на 600 человек. Универсальный зал на 1600 человек. Деловая зона. И даже универмаг площадью 150 квадратных метров с лучшими российскими товарами. Здесь проходят культурные, образовательные, деловые и другие общественно значимые мероприятия. Национальный центр «Россия» — это место пользы, место гордости и место сил для всех жителей нашей страны. Добрый день, дамы и господа, уважаемые коллеги, друзья. Я Кирилл Токарев, шеф-редактор, ведущий телеканала РБК. Рад вас приветствовать на панельном питчинге открытого диалога «Будущее мира. Новая платформа глобального роста». В ближайшие 1,5 часа говорим про инвестиции в технологии. Огромный интерес, огромное количество внимания собрал открытый диалог по всему миру. Участники из 102 стран приняли то или иное участие в работе над открытым диалогом. Лучшие из них, авторы лучших эссе, были приглашены. Разумеется, все быть с нами сегодня очно не могут, но я уверен, они сегодня с нами смотрят трансляцию на сайте Russia.ru. Вчера состоялись питч-сессии, поговорили по ключевым направлениям работы открытого диалога. Авторы лучших 6 эссе определены и, собственно, присоединятся к обсуждению, к питч-сессиям по тематическим векторам. Собственно, 6 лучших эссеистов сегодня с нами. С нетерпением ждем, о чем же они нам расскажут, какими идеями, мыслями поделятся. Но прежде чем я приглашу первого эссеиста на эту сцену, позвольте представить наших экспертов, участников открытого диалога. С нами сегодня основатель Tools for the Commons Хуго Матикович из Бразилии, соучредитель, генеральный директор Кровата Колумбия Фелина Монтес, профессор Брюссельской школы менеджмента ICHEC Бельгии Саад Сет, основатель МИПа и рабочей группы бразильского CBDC Каролайн Поле и президент KVI Holdings, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия Сингапур» Рашид Язами. Друзья, прежде чем мы перейдем к первой презентации, хотел бы буквально пару слов сказать о формате нашей работы. Мы очень ограничены во времени, это все-таки питч-сессия, у каждого спикера ровно 10 минут, а затем предстоит ему выдержать 10 минут вопросов и обсуждения его доклада. Друзья, прошу прощения заранее, буду вынужден прерывать в случае, если, собственно, будете выходить за рамки тайминга, прошу заранее прощения. Ну а сейчас я с большой радостью уступаю эту трибуну члену наблюдательного совета Азерсун Холдингс из Азербайджана Мехрабова Наиля. Прошу на эту сцену. Друзья, поддержите аплодисментами. Здравствуйте. Я инноватор, стратег и создатель междисциплинарной системы. Я работала в производстве, логистике более 20 лет. И я рада представить вам сегодня результаты многостороннего сотрудничества с прекрасными предпринимателями и инженерами. Представьте себе мир, в котором фермер, который выращивает кофе в Кении, и производитель в Бразилии и логист в Германии работают на единой платформе удобно, позволяя обучать друг друга, сертифицировать товары в режиме реального времени. Такой мир начинается не завтра, он начинается прямо сегодня. Такая экосистема — это новый цифровой мост, который соединяет производителей, логистов, банки, страховые компании, государственные органы и компании, и потребителей по всему миру.
Мы можем использовать искусственный интеллект, автономные интеллектуальные агенты, блокчейн и другие технологии для обеспечения надежности, прозрачности и сквозного шифрования, позволяя развивающимся рынкам торговать более удобно, более быстро и более надежно. Почему это важно? Сегодня мы видим разрозненный мир, который создает задержки и дополнительные скрытые затраты. До 20% лишних издержек. И в то же самое время, как мы знаем, в развивающихся экономиках сосредоточено более 60% мировых ресурсов, однако они имеют доступ лишь к 15% финансирования. Результатом становится огромное количество возможностей, которые только ждут своего часа, чтобы реализоваться. Создаются трения, но если мы сможем сократить затраты, ускорить процесс сертификации и утверждения, мы сможем экономить до 7 миллиардов долларов в год и обеспечить 25% рост в развивающихся странах к 2027 году. А теперь представьте себе, куда можно перенаправить эти сэкономленные средства на финансирование социальных программ, восстановление фабрик и заводов и так далее. Это обещание. Что именно мы собираемся создать? Как я сказала, представьте себе единое цифровое пространство, в котором каждый участник, каждый эксперт, будь то фермер, экспортер, банк, страховая компания или международный закупщик, работает в рамках единой программы. Больше нет никакого бумажного документа оборота, лишь удобное сотрудничество. Наша платформа может изменяться при необходимости. Например, она может работать на биржах и обеспечивать децентрализованные коридоры для торговли, обеспечивать предиктивные модели для прогнозирования потоков, снижения рисков и соединения экспертов воедино, позволяя создать цепочку обеспечения эффективности и доверия. Итак, вернемся к примеру редкоземельных металлов. Здесь производители и закупщики могут видеть цену в режиме реального времени и участвовать в динамических аукционах. Платежи осуществляются моментально, поскольку мы используем систему умных контрактов, и каждая договоренность сразу фиксируется. С другой стороны, можно использовать не только крупные основные валюты, но и криптовалюты, сертификаты качества, страховые сертификаты также могут выпускаться онлайн в режиме реального времени. Государство обеспечивает удобный контроль за оплатой. Затем мы можем видеть, что эксперты реализуют токены, получают сертификаты происхождения, проходят проверку качества. Все это можно делать с помощью технологии блокчейн для получения утверждений. Наши децентрализованные коридоры позволяют операторам и перевозчикам перевозить товары по оптимальным маршрутам. Никакой отдельный орган власти не может контролировать весь процесс целиком. Этот процесс контролируется сообществом. Давайте теперь поговорим немножко о пользовательском опыте. От оплаты до оформления документов происходит в простом чате. Самые дорогие контракты на 55 миллионов долларов могут все проходить такой простой процесс и могут отслеживать поставки с помощью этого инструмента. Автономные интеллектуальные агенты позволяют
получать необходимую информацию, финансирование, логистика, снижение рисков. Все это теперь собрано на единой платформе. Использование искусственного интеллекта позволяет сократить ручное исполнение задач и сосредоточиться на стратегии, а не на повседневных операциях. Разумеется, для этого потребуется и взаимодействие с государством. Мы будем выпускать API для возможности оформления сертификатов в каждом из отдельных государств, позволять проходить таможенную очистку за какие-то часы, а не дни. И это позволит нам сэкономить до 70% за счет автоматизации всех процессов с помощью умных контрактов, что позволит сократить бюрократические задержки и риски при прохождении инспекций. Вопрос в чем? Что это значит в большом масштабе? С экономической точки зрения мы прогнозируем рост в размере 25% в объемах торговли между странами БРИКС. Небольшие предприятия смогут процветать за счет 40% роста экспорта за счет малого бизнеса. В конечном счете мы позволяем включить в финансовые процессы 200 миллионов человек, которые до сих пор не охвачены банковскими услугами, и обеспечить возможность получения кредитов небольшим фермам и малым предприятиям. Это новое поколение женщин, которые могут заниматься экспортом. И мы прогнозируем рост числа малых и средних предприятий, управляемых женщинами. Кроме того, с помощью этой платформы можно будет реализовывать процессы сокращения выбросов и торговли зелеными токенами и углеродными кредитами. Партнеры в логистике смогут получать токены за сокращение углеродного следа. Каждая сделка будет отслеживаться, что будет обеспечивать устойчивые закупки и позволять закупщикам проверять соответствие программам ESG и обеспечивать выполнение экологических целей. Таким образом, устойчивость встроена в каждый модуль этой системы. Система, о которой я говорю, это не просто технологическая инновация, это настоящая революция, которая позволит обеспечить финансовую инклюзию и расширение прав и возможностей развивающихся стран. Присоединяйтесь к нам сегодня, и вместе мы сможем переосмыслить понятие торговли, мы сможем расширить права и возможности развивающихся стран и обеспечить простоту каждой торговой операции. Это будет так же просто, как говорить. Благодарю вас за внимание. Не только яркая, но и достаточно короткая. Краткая сестра таланта, как говорят у нас в России. Друзья, пожалуйста, господа эксперты, дамы, ваши вопросы, предложения, обсуждения. Yes, please. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Благодарю вас за вашу презентацию. По-моему, было великолепно. Это очень интересный проект, комплексный подход к проблеме взаимодействия между странами. У меня очень простые вопросы. Первый такой. Как вы думаете, что придется адаптировать в странах на уровне регулирования для того, чтобы заключать такие торговые соглашения с помощью вашего проекта? И второй вопрос. Как вы себе представляете управление этой системой? Это токенизация или использование энергетических токенов, и кто будет владельцами этих токенов? Это будут государства или предприятия, или кто-то другой? Хотела бы понять. Большое вам спасибо за ваши вопросы. Мы считаем, что этот проект очень важен, потому что он дает новые возможности микрорегиональным центрам реализовать весь функционал, который у них сейчас есть. Второе.
И это то, о чем я уже говорила. Очень важно правильно представлять свои идеи, особенно на начальной стадии проекта. Каким образом мы позиционируем первый сегмент своей платформы? Платформа многомодульная, поэтому можно использовать отдельные модули для начала. И использование этой платформы обеспечит будущее и позволит обеспечивать ценность этого проекта. Что касается управления, мы, конечно, хотим обеспечить максимальную инклюзию, охват разных заинтересованных сторон. Мы видим сейчас монополизацию торговли, информации и данных. И мы хотим обеспечить инклюзивность на нашей платформе. Поэтому мы стараемся разработать очень простой интерфейс, чтобы процесс обучения пользования этой системой проходил очень просто, чтобы это была, например, женщина в любой точке земного шара, которая смогла бы использовать эту платформу на каком-то том простом инструментарии, который у нее имеется, вплоть до подтверждающих документов и так далее. Эта платформа направлена на максимальную инклюзию, и поэтому мы верим в то, что токенизация сможет помочь нам в решении этой проблемы. Спасибо большое. И, как я говорю, этот проект действительно должен заручиться поддержкой государства, поэтому я здесь, поэтому я говорю об этом. Спасибо. Спасибо огромное за ваш ответ. Другие вопросы? Я бы хотела спросить вас, насколько вы далеко сейчас от стадии осуществления и каким образом вы оптимизируете бюрократические процессы? Вы ведь стремитесь привлечь к участию в этом проекте несколько стран. Каким образом вы убедите всех отдать приоритетное внимание этому проекту? Благодарю вас за этот вопрос. Сначала вы спросили, насколько помню, по поводу реализации. Поскольку мы сейчас ведем переговоры с рядом потенциальных, скажем так, с людьми, которые закажут какие-то модули в рамках этой системы. Например, мы ведем переговоры с банками, у которых есть своя собственная инфраструктура, потому что нам надо с чего-то начать. Это как лего, конструктор, который можно собирать из разных кусочков, и постепенно мы можем собирать нечто большое, но с чего-то надо начать. Нам сначала надо привлечь, конечно, финансирование для того, чтобы разработать эту платформу, и нам нужно 3-6 месяцев на разработку первого сегмента этой платформы при условии наличия финансирования, потому что, как я сказала, у нас в команде уже есть инженеры, так что мы недалеки от практической реализации. Второй вопрос, да, пожалуй, мне надо записать. Каким образом вы оптимизируете бюрократию в разных странах? Это, правда, очень интересно. Мы смотрим на тенденции, которые происходят по всему миру. Мы стараемся смотреть со стратегической точки зрения. По мне, стратегия — это набор закономерностей и принятие решения. Если посмотреть на те закономерности, которые наблюдаются сейчас в мире, мы видим, что многие из элементов уже готовы, уже так или иначе присутствуют в мире. Есть несколько проблем, о которых мы уже говорили, как я затронула проблему рынка минерального сырья. И каким образом наша платформа может помочь решить эти вопросы. Так что, видите, мы начинаем с чего-то малого, а потом мы масштабируемся. Конечно, такая платформа сложится не моментально, но как только она сложится, все препятствия могут быть преодолены, если будет на то политическая воля. Вот главная идея, которую я хочу донести. У нас уже готова архитектура, которую можно будет реализовать при наличии факторов. Пожалуйста, кто хочет? Do you have time for one question or... Есть время на еще один вопрос или мнение. Вчера мы обсуждали что мы делаем пока первые шаги, как идет ребенок, да, он с чего-то начинает.
Может быть, вы немножко поговорите о тактике, о вот этих первых детских шагах. Отличный вопрос, потому что на самом деле ваш вопрос в первую очередь касается того, какую поддержку мы имеем. В зависимости от того, какую поддержку мы получим, эти шаги могут стать не такими уж и детскими. Если мы говорим о первых детских шагах, то надо начать с частного сектора, с какой-то частной организации, которая хочет участвовать в реализации этой платформы для решения каких-то своих задач и может стать частью этой платформы. Если удастся это сделать, и чем больше к нам будет приходить таких участников, тем больше мы сможем реализовывать. Если, например, к нам придет сельскохозяйственная компания, конечно, мы начнем с сельскохозяйственного сегмента. Я хочу подчеркнуть, что у нас есть идея, у нас есть инфраструктура, мы понимаем, какие технологии надо задействовать. Так что эта платформа будет зависеть от той поддержки, которую мы поддержим. Как только у нас появится поддержка, мы начнем делать эти шаги, и, возможно, они станут не такими уж первыми, не такими уж детскими. И здесь, на этом мероприятии «Открытый диалог», мы пытаемся сейчас понять, в какие двери нам надо постучать, чтобы они открылись. Благодарим Наилю за яркое выступление, за уверенные ответы на вопросы. Уверен, у наших экспертов их еще много, у меня тоже немало. Наиля, спасибо большое. Прошу, занимайте место в зале. Ну, а я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену нашего следующего спикера, бакалавра экологии, исполнительного директора проекта «Земля касается каждого» Владимира Чупрова. Владимир, вам слово. Друзья, давайте поддержим аплодисментами. Вынужден еще раз напомнить всем о тайминге. Спасибо. Уважаемые эксперты, коллеги, участники, я бы хотел извиниться. Я буду делать презентацию на русском и готов ответить на вопросы затем на английском. Потому что есть некие идеи в моей презентации, которые мне легче было бы все-таки обозначить на русском языке. Проблема, которую я хочу поднять сегодня, это проблема, которая звучала сегодня на пленарной сессии. Это проблема, которая звучала в выступлениях спикеров группы по технологии вчера. Это Руслан Гафаров, это Полина Ануфриева, который сейчас, надеюсь, в зале. И фактически от имени которых я сегодня выступаю также, потому что эта идея, эта технология, это часть той дорожной карты, тех сценариев, которые позволяют осуществить энергопереход, перейти к низкоуглеродной экономике, к низкоуглеродной энергетике. Поэтому считайте, здесь я не один, ребята, я с вами. И проблема, которая конкретно, как часть проблемы изменения климата, сегодня я хочу рассказать, проблема волн жары. Это проблема, которая уносит тысячи жизней. Это проблема, которая особенно остро стоит для городов, для крупных городов. И проблема, которую на сегодня человечество эффективно, пока, по крайней мере, может решить благодаря технологиям энергетики, то есть это кондиционирование, вентилирование зданий, то есть это охлаждение зданий. И для того, чтобы эта технология работала, нужно много энергии. Откуда ее взять? На сегодня многие страны, Россия не исключение, испытывают дефицит энергии. Ну, в России это Краснодарский край, это Дальний Восток. Это растущие регионы, где люди нуждаются в этом спасительном холоде. И идея заключается в том, чтобы заставить источник проблемы, это повышенная инсоляция, это солнце, работать на решение этой проблемы. В чем она заключается? Значит, на сегодня у нас есть огромная проблема повышения энергопотребления в городах, в зданиях. И как результат, те проблемы, о которых сказал выше, отражаются не только на
региональном уровне, на региональных уровнях. Вот здесь примеры Северо-Кавказского региона Российской Федерации. Не только на национальном уровне, но и на международном, на глобальном уровне. Вот в качестве первого буллет-поинта я предложил факт, это цитата из одного отчетов Международного энергетического агентства International Energy Agency, в котором по итогам 2023 года агентство выявило, что на сегодня большая часть прироста электропотребления в мире связана с необходимостью охлаждения. В результате это привело к тому, что 80% прироста парниковых эмиссий, на которые у нас вышло человечество к концу 2023 года, связано с той проблемой, о которой я сегодня говорю. В правой части слайда это пример того, как это выглядело в России. Министерство энергетики в июле прошлого года признало, что главной причиной блэкаута, который состоялся в ряде российских регионов, в результате которого 500 000 человек оказалось без доступа к электрической энергии, были экстремально высокие температуры. Как проблему решить? Ну вот одна из технологий, которая предлагается как идея, это крышная или фасадная фотовольтаика. Rooftop or facade photovoltaic technology. Эта технология, в отличие от обычных солнечных станций, не нуждается в дополнительной инфраструктуре, в строительстве линий электропередач. Она непосредственно завязана на потребителя, позволяя ему выступать не только потребителем электрической энергии, но и просьюмером, то есть продавать эту электрическую энергию в сеть, если потребуется. Эта технология не нуждается в накопителях. Это сетевая технология, которая позволяет быстро и относительно дешево решить проблему вот тех самых пиков жары. Помимо того, сами панели, благодаря физическим процессам, охлаждают крышу, охлаждают здания как таковые. Ну и самое главное, это то, что сейчас стоит, допустим, как проблема перед Министерством энергетики Российской Федерации. Это необходимость ввода новых мощностей в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке, и где солнечная крышная фотовольтаика может как раз отчасти решить проблему, исключить необходимость строительства дорогостоящих газовых угольных электростанций с соответствующей инфраструктурой. То есть это газопроводы, это дополнительные подъезды для подвоза угля и так далее, и так далее. Как сделать так, чтобы эта технология работала на решение проблемы волн жары? Сегодня на утренней сессии Джеффри Сакс прозвучала очень интересная идея. Она не нова, но я бы хотел ее встроить вот в свое выступление. Она заключается в том, что мы действительно не можем решить все проблемы только технологиями. На сегодня, как это ни странно звучало бы, все для того, чтобы имплементировать широко, массово имплементировать эту технологию в России не только, все для этого есть. Есть технология, есть необходимость, есть запрос, есть потенциальные потребители. Не хватает одного. Не хватает социальных установок, не хватает политической воли для того, чтобы объединить все существующие элементы, для того, чтобы запустить эту технологию в массовое производство. И конкретно в данном случае, если говорить о России, о нашей стране, о моей стране, речь идет о политическом сигнале, который крайне необходим как такой важный элемент того, чтобы эта машина поехала, причем сигнал с самого высшего политического уровня. Это утилизация пилотных проектов. Ну, в данном случае Краснодарский край был бы идеальным регионом, потому что здесь встретились две проблемы. Это волны жары и дефицит мощности. Для того, чтобы отработать правовые механизмы внедрения этой технологии. Ну, само собой, совершенствование законодательства, ну и формирование акторов или акторов, тех, кто мог бы имплементировать это на уровне лиц, принимающих решения на уровне министерств. На международном уровне, вот здесь фотография Казани, где проходил саммит БРИКС в прошлом году, в октябре, где были сформированы ряд ассоциаций, коалиций. Вот одна из них – это ассоциация городов и муниципалитетов, через которой
можно было бы через скилл-шеринг, через лидерство таких стран, как Китай, как Узбекистан, формировать вот эту среду, делиться опытом и продвигать данную технологию в странах, где она еще не так развита. Ну и последний слайд. Эта технология не нова. Это то, что называется Adult Technology. На сегодня, по данным Международного энергетического агентства, до 40% всех вводимых мощностей в солнечной энергетике – это крышная фотовольтаика. Показывает этот слайд, ну на самом деле на сегодня цифра гораздо выше, но на 2021 год это сотни гигаватт установленной мощности. Для сравнения, вся российская энергетика порядка 250 гигаватт установленной мощности. Так это вот годовая разовая установленная мощность вновь вводимых солнечных панелей по миру порядка 180 гигаватт, из которых порядка 40% это крышная фотовольтаика. Поэтому еще раз, на сегодня у нас на столе есть все необходимые ингредиенты для того, чтобы запустить эту технологию. Нужен майндсет, нужно смещение фокуса политической воли. То, чего нам сейчас не хватает, то, о чем говорил Джеффри Факс сегодня на утренней сессии. Спасибо. Спасибо большое, друзья, ваши аплодисменты. Коллеги, ваши вопросы. Yes, please. Добрый день. Вы упомянули БРИКС и решение, вот, которое по поводу солнечных установок. Вчера вот я читал один обзор, параллельная идея. Там речь шла о Северной Африке, вы помните? Там речь шла о проекте для поддержки Европы, да, вот это с юга на север. Я думаю, что ваша концепция очень похожа. Если вы хотите как бы вот это солнце взять из юга, что ли, России, точнее даже не солнце, а энергию, как бы перенаправить с юга на север. Я думаю, что в принципе вот это и есть ваша идея, правда? Я знаю о аналогичных проектах, которые разрабатываются уже с начала 2000-х годов. Эта идея не нова. Вы можете говорить по-русски, если хотите. Ну, это вам решать. Нет, я, в принципе, тогда на русском буду. Переброски солнечной генерации из районов стран, расположенных на территории Сахары, пустыни. Проект называется Desertic. Идея в том, чтобы получать мощности в Африке и через линии электропередач направлять, в основном через Испанию, через часть Сицилию, в европейский континент. Кстати, аналогичный проект есть в его северном варианте. Это проект в Северном море, основанный на морских ветропарках, который на сегодня реализуется, и некоторые элементы его формируются в Норвегии, и эта электрическая энергия поставляется, например, из Норвегии в Германию. Идея переброски возобновляемой энергетики из одного региона в другой, она прекрасная идея. Но она отличается от той идеи, которую я сегодня представляю. Идея переброски – это крупномасштабная солнечная или ветровая энергетика, которая предполагает сотрудничество стран, которая предполагает балансировку электрических систем на самых разных, на межнациональном уровне. Это колоссальная проблема, кстати, очень большая проблема. Например, в Японии до сих пор существует на 2 электрических системах и не может до сих пор их синхронизировать. Тем не менее, это то, что человечество должно делать. Предлагаемая технология, она основана на то, что называется микросетях, microgrid. То, что приближено непосредственно к потребителю электрической энергии. То, что позволяет исключить линии электропередач и другую дорогостоящую инфраструктуру для того, чтобы потреблять солнечную энергию здесь и сейчас. Отчасти эти технологии связаны. Они связаны с тем, что они взаимодополняют друг друга. Благодаря тому, что регионы, в которых развивается крышная фотовольтаика, высвобождаются мощности, которые, например, в России могут быть
использованы или переброшены в другой регион, где есть дефицит. Поэтому в этом смысле крышная фотовольтаика, ну или фасадная фотовольтаика, это та технология, которая позволяет высвобождать те самые крупные мощности, большие мощности, которые нужнее в регионах, ну, там, где ее не хватает. Пример. Значит, на сегодня у нас Россия стоит перед очень большой проблемой. На очень большой части, европейской части страны была малоснежная зима. И Волжский каскад гидроэлектростанций в своей большей части входит в летний период с низким энергетическим потенциалом. Что это означает? Это означает, что те волны жары и те проблемы, которые раньше решались с помощью гидроэлектростанции, когда, открывая задвижки плотин гидроэлектростанции, можно было закрывать те самые пики, волны жары в том числе, в той же Калмыкии, в том же Дагестане. На сегодня это будет крайне проблематично. В Волжском каскаде просто нет воды. И дальше встает вопрос, а кто может восполнить этот дефицит? Это просто один из примеров, который в качестве примера, каким образом могут взаимодействовать крупная и малая солнечная генерация. Спасибо. Господин Язамин, да, у вас был вопрос. Благодарю вас за вашу презентацию, очень интересная. Очень простой вопрос. В чем статус промышленного производства фотоэлектричества в России? Индустрия это очень локализована на нашем рынке. 95% солнечных панелей, производимых здесь, ну, нашего производства, местного. Это группа Heviel, Unigreen. Есть еще несколько производителей с общей мощностью, ежегодной мощностью от 1 до 2 гигаваттов солнечных батарей, панелей в год, что никак не сравнится, конечно, с производством в Китае, да, где 100 гигаватт в год. Тем не менее, этот бизнес локализован и покрывает все внутреннее потребление. Это хорошая новость, да. Плюс еще хранение тоже становится более локализованным, и существует некий род конкуренции между Китаем и Россией в этой сфере. Как говорят эксперты, через несколько лет на повестке дня будут уже новые технологии хранения и макросетей. Как я понимаю, вы также планируете еще вот сохранять эту энергию, да? Если нет, когда нет солнца на небе. Да, конечно, ночью нам необходимы методы хранения. Но если говорить о традиционных или классической динамике потребления, мы видим два пика днем и ближе к вечеру, когда, конечно же, кондиционирование, особенно в аномальную жару, отнимает очень много энергии. И поэтому наша цель — сократить эту потребность именно во время жары, особенно аномальной жары, которая обычно длится несколько месяцев. Владимир, а насколько подобного рода установки, они подъемны для рядовых домохозяйств? Не могу не спросить. И чего нам все-таки тогда не хватает? Политической воли, социальных установок, этого некоторого майндсета, как вы выразились, или экономически подъемных технологий? Потому что ряд домохозяйств на юге России активно, но жалуются на дороговизну, конечно. Начнем с хороших новостей. В 2024 году, я думаю, что РБК это будет интересно, произошел шифт. На оптовом рынке стоимость ветровой и даже солнечной энергии стала дешевле даже дешевой газовой генерации, новой генерации. Не амортизированной, а вот то, что новый capacity. Что касается розничного рынка. По опыту регионов, которые имеют очень высокую инсоляцию, мы имеем срок окупаемости таких объектов до 2 лет. Повторюсь, до 2 лет. Это то, что не снилось ни атомной, ни газовой, ни угольной, ни даже газовой генерации, где только срок строительства там 10-15 лет.
а здесь от полугода и меньше. Поэтому на сегодня у нас ситуация такова, что на рынке солнечных панелей у нас происходит удешевление, как ни странно, дефляция стоимости солнечных панелей, благодаря Китаю, конечно же. И в этой связи на фоне растущей традиционной генерации и растущих тарифов солнечная генерация становится все более привлекательной. Для хаусхолдеров, для домашних хозяйств, для таких регионов, как Краснодар, с ценой за электричество 5-7 рублей за киловатт-час и возможностью излишки продавать в сеть, это выгодно уже сегодня. С точки зрения экспертов, в том числе Unigрeen, эта технология взлетает для остальных потребителей от 10 рублей и выше. То есть это выводит на срок окупаемости менее 10 лет. На сегодня в такой ценовой зоне у нас находится весь малый и средний бизнес, 10-12 рублей, и крупные предприятия, которые тоже начинают смотреть в эту сторону. Поэтому можно поздравить, как на оптовом, так и на розничном рынке мы это прошли. Спасибо большое. Ну и надеемся, что высокий сезон, жаркий сезон в этом году пройдем без потерь, по крайней мере, на юге России. Да, было достаточно печальное лето 2024 года. Друзья, давайте поблагодарим Владимира Чупрова и наших экспертов за вопросы ему. Я приглашаю на эту сцену Дебджит Чакраборти из Палаты Индо-Российского технологического сотрудничества, соответственно, из Индии. Соня Чакраборти, пожалуйста, на сцену. Друзья, давайте поддержим аплодисментами. Алло. Здравствуйте, дамы и господа, уважаемые эксперты. Для меня большая честь снова выступать здесь после той прекрасной сессии, которая была у нас вчера. Вот тема моей презентации – технологическое сотрудничество Индии и России для достижения суверенитета и могущества в БРИКС+. Коротко о себе. Я сейчас исполнительный директор Индо-Российской палаты технологического сотрудничества, которая была сформирована Русофтом. Вы знаете, да, эту организацию? Это крупнейшая ассоциация производителей программного обеспечения в России. И в Технологической ассоциации России, и на практике мы очень тесно с ними сотрудничаем для достижения технологического суверенитета. Раньше я занимал должность исполнительного директора в KPMG Индия, PricewaterhouseCoopers и других таких консалтинговых компаниях в технологической практике. И мы говорим сейчас о том, как сделать что-то общее для нашего мира, для нашего общества совместными усилиями. Для того, чтобы достичь этого, необходимо сотрудничество. Мы видим наращивание сотрудничества в области научных исследований, обучения, развития технологий и так далее. Это такой треугольник. Сотрудничество в образовательной сфере, в области научных технологий и исследования. НИОКР. Мы можем сотрудничать с любым производителем, с любой компанией, с любыми университетами, с любыми учеными. Это очень важно. Это, я бы сказала, такая мантра, которую нам надлежит повторять. Это наше понятие индийское. Так что мы в этом разбираемся. Коротко говоря, сотрудничество со многими университетами в России, с научными кругами России и Индии позволит нам создать различные совместные предприятия, обеспечить сотрудничество в сфере развития технологий и экспорта. Давайте сейчас перейдем на следующий слайд, поговорим об этом подробнее. Что-то у меня тут застряло. Спасибо. Итак, если спросить меня, зачем это нужно, я отвечу, что товарооборот между Россией и Индией составил 49 миллиардов долларов в 2023 году. И мы видим, что наша торговля двусторонне развивается.
руководители обеих стран поставили нам целевые показатели. К 2030 году мы должны достичь уровня $100 миллиардов. И я понимаю, что мы, может быть, говорим о каком-то отдельном компоненте этой торговли. И в основном, конечно, это касается нефти и газа, оборонной промышленности. Но где бы мы ни работали, в нефтегазе, оборонной промышленности, даже в туризме, необходимы технологии. Если нам надо достичь объема $100 миллиардов, нам необходимо привлечь для этого новые технологии, правильные технологии. Технологии бывают разными. Мы знаем, программное обеспечение разрабатывается в разных странах, но оно также имеет социально-экономический аспект. Поэтому задача, которую мы хотим выполнить совместно с Руссофтом, совместно с Россией, состоит не только в том, чтобы привлечь и развить технологии. Наша задача носит характер дипломатической задачи, дипломатической миссии. Прежде чем мы будем говорить об экспорте технологий, о создании совместных предприятий и так далее, нам необходимо задуматься стратегически. Итак, что именно мы собираемся делать? Технологии — это очень широкое понятие. В прошлом году было проведено исследование Высшей школы экономики в России и Ассоциации технологического суверенитета России и рядом университетов. И по итогам этого исследования были выявлены технологии, имеющие основное значение для сотрудничества России и Индии. Те технологии, которые мы можем разработать внутри и экспортировать в страны глобального юга. Если мы хотя бы часть этих технологий реализуем, то мы уже выполним свою задачу. Это, конечно, кибербезопасность, это экологичная энергетика. Для нас это очень важно, потому что правительство Индии, и я знаю, что российское правительство тоже проводило исследования в этой области. И мы говорим о сотрудничестве с Россией в достижении цели зеленой энергетики, я бы сказала так, водородных источников энергии. Следующее направление — это космос и оборона. Космические технологии в России очень высоко развиты. И вы, может быть, знаете корпорацию InSpace. Это космический центр в Индии и также Индийская организация космических исследований. Мы импортируем ряд технологий и закупаем их в частных корпорациях и в университетах Индии. Мы разрабатываем свои собственные космические технологии. Кстати, Индия — это большая страна, вы же знаете, в части производства фармацевтических препаратов. И это еще одна важная сфера, в которой мы можем наращивать сотрудничество. Это здравоохранение. Сейчас проводятся переговоры о проведении совместных клинических исследований в отношении некоторых препаратов. Вы видите, что когда мы в прошлом году разработали доклад, мы выделили именно эти направления. Итак, как этого всего достичь? Мы на данный момент заключили уже порядка 25 меморандумов взаимопонимания между нашими странами на уровне университетов, научных кругов, исследовательских организаций и создали более 5 совместных предприятий. Я сейчас говорю не просто об, например, экспорте, импорте. Мы говорим об импорте технологии, ее кастомизации, ее приспособлении к потребностям и возможностям, которые существуют в Индии.
И вот здесь и необходимы совместные предприятия, потому что они объединяют двух равноправных партнеров и позволяют нам обеспечить сотрудничество на быстро растущем рынке Индии. Таким образом, мы можем разрабатывать совместные технологии и реализовывать совместные проекты в нескольких сферах. И скоро некоторые из них уже заработают. Технические фонды, мы об этом уже говорили. У нас идут обсуждения с Российским фондом прямых инвестиций по поводу и с частными инвесторами, которые вкладывают средства в развитие искусственного интеллекта, по поводу создания таких амбициозных проектов по финансированию глубоких технологий. Мы также вчера упоминали, что в Индии и России имело бы смысл создать технологические центры. Вы знаете, на практику наверняка это очень известная организация в России, совместное предприятие станет, возможно, точкой входа для российских компаний на рынок Индии. Итак, мой последний слайд. Это влияние на мир. Мы говорили о миллиардах долларов торговли, товарооборота, который будет основан на новых технологиях. И страны БРИКС смогут обеспечить экономическую стабильность. Наша задача не просто довести товарооборот до уровня 100 миллиардов долларов, но и создать экономическую устойчивость в странах БРИКС+, привлечь сельскую местность и включить их в процессы цифровизации. Мы знаем, что многие люди в Индии живут в маленьких городах и деревнях. Обеспечить климатическую, энергетическую безопасность, инновации в сфере здравоохранения для глобального юга и технологический суверенитет стран БРИКС+. Мы примем участие в празднованиях, приуроченных к Дню Победы в мае. И я знаю, что наши страны ведут между собой диалог. У нас существует много представительств от стран глобального юга. И моя скромная просьба состоит в том, чтобы вы все поучаствовали в этом процессе. Я знаю, что есть известная американская песня Лайонеля Ричи «Мы страна, мы народ». Мы также можем петь, что мы страна, мы БРИКС+. Спасибо за внимание. Коллеги, ваши вопросы. Yes, please. Да, пожалуйста. Спасибо, прекрасная презентация. И я смотрю с точки зрения Бразилии и вижу, что Индия и совместно, может быть, с Россией смогут действительно решить эту проблему. Как вы думаете насчет Китая? Ведь Китай уже имеет высокий уровень технологического суверенитета. И если мы говорим о технологической политике, я думаю, что Китай является ярким примером такого технологического суверенитета. У них даже свой сегмент интернета есть. И история показывает, что Китай и Индия одновременно лучшие друзья и злейшие недруги. Как вы смотрите на Китай в этом контексте? Отличный вопрос. Это, конечно, политический вопрос в том числе. Мы знаем, что Китай — это сверхдержава. Мы понимаем, что они могут производить технологии ChatGPT, который может ответить на любой вопрос. Но мы видим, что некоторые руководители ведомств в России и президент Российской Федерации, он оказывает помощь Китаю. И важно отметить, что
во многих странах необходимо благословение со стороны государства, чтобы развивать технологии. Поэтому сейчас проходят переговоры, и, может быть, 2 года назад все, что происходило из Индии и Китая, было, ну, так себе, не будем. Сейчас мы уже готовы разговаривать с Китаем, уже готовы разговаривать с Индией в плане разработки технологий. Итак, у нас может быть такой БРИКС минус, да, какой-то отдельный кусочек БРИКС, который может вести переговоры между собой. И здесь я надеюсь на какое-то партнерство. И господин Валентин Макров, и другие представители Китая, они говорят сейчас не только о сотрудничестве России и Китая. Сейчас обсуждается трехстороннее соглашение. Россия, Индия и Китай. Ну и, может быть, какие-то другие страны тоже могут принять участие в этом соглашении. Спасибо. Еще какие-нибудь вопросы? Спасибо большое за презентацию. Я бы хотела резюмировать немного. Вот так, у нас есть 4 темы для сотрудничества между Россией и Индией. Это цифровая экономика, энергетика, космос и биотех, правильно? И вы говорили, что в плане цифровой экономики вы упоминали индийские информационные технологии. Когда мы говорим об индийских информационных технологиях, мы говорим, в общем-то, не об Индии, да? Я говорю про именно индийские информационные технологии, и это генеральный директор Гугла из Индии, генеральный директор Microsoft из Индии. Если мы сейчас отправимся в Кремниевую долину, мы увидим, что половина всех предпринимателей в США — это выходцы из Индии. Большинство предпринимателей в технологических сферах США — это выходцы из Индии. Так, мой вопрос, связанный с информационными технологиями в Индии. Мы будем привлекать человеческий капитал из Индии, который находится сейчас в США. И это огромная доля специалистов, да? Будут ли они принимать участие в проектах в пользу глобального юга? Отличный проект, отличный вопрос. Мы знаем, что очень многие специалисты из Индии уехали в США. Они, собственно, индийцы приехали в США и построили там Кремниевую долину, я бы сказал. Но там был создан бренд «Сделано в Индии». Сейчас надо сделать следующий шаг. Вы правы, на самом деле. Мои коллеги знают, что генеральный директор Google наш соотечественник. И видим, что компаний в США теперь есть много компаний, во главе которых стоят выходцы из Индии. Их помощь, конечно, нам тоже потребуется. Потому что, когда мы говорим о главном слогане текущего правительства «Сделано в Индии», мы говорим, что можно делать что-то в Индии под брендом «Сделано в Индии», но использовать, например, китайские компоненты или, например, некоторый опыт людей, выходцев из Индии, наших блестящих соотечественников, которые в итоге уехали в США. Мы можем привлекать ученых, которые уехали, например, в США. И это важные задачи, которые мы сейчас решаем в сфере информационных технологий. Как же нам привлечь этот человеческий капитал из Индии для поддержки глобального юга, если они уехали из Индии? Давайте я приведу немного статистики. В 90-е годы большинство студентов получали стипендии и переезжали в США. Сейчас они получали стипендии, переезжали в США и становились гражданами США. Но сейчас очень часто люди получают стипендию, учатся в США и возвращаются обратно в Индию, потому что у нас тут платят и Google, и Amazon, платят прекрасную зарплату индийцам, живущим в Индии. Так что Индия становится постепенно центром программного обеспечения. И
в Индии реализуются самые разные проекты для крупнейших транснациональных корпораций. Они передают какие-то задачи на аутсорсинг, они создают в Индии отдельные центры, куда передаются какие-то из задач. Поэтому мы видим, что часть человеческого капитала, она на самом деле сосредоточена в Индии. Мы сейчас не говорим о том, чтобы эти технологичные компании нанимали индийцев в Америке. Нет, они нанимают их прямо в Индии. И поэтому человеческий капитал остается на месте, и это такая история успеха. И, конечно, они по-прежнему разделяют амбиции глобального юга. Тогда такой вопрос. Можем ли мы создать индийскую кремниевую доливу в России? Да, конечно. Потому что в Дубае, как вы знаете, так уже произошло. Правительство ОАЭ привлекло множество предпринимателей из Индии, которые, по сути, создали там силиконовую кремниевую долину. Можем ли мы рассмотреть такую же возможность в России? Импорт человеческого капитала из Индии в Россию. Хороший вопрос. На самом деле мы уже начали это делать. И здесь присутствуют люди, которые участвовали в создании технологического парка в России, в Сочи, технопарк, где участвуют и индийские предприниматели. Я также заседаю в попечительском совете этого технопарка. Мы привлекаем средние компании индийские, которые приезжают в Россию, работают в Сириусе, который стал, можно сказать, кремниевой долиной России, и разрабатывают прекрасные проекты совместно с российскими предприятиями. Так что такие технопарки, которые создаются в разных местах, один из них сейчас уже есть в Сочи, и Индия активно участвует в его создании и работе совместно с инопрактикой. Да. Так что наша задача создать следующую кремниевую долину не в Америке, а здесь, в России. Спасибо. Последний вопрос, очень короткий. I recently opened a campus from the II. Я недавно был в Индийском технологическом институте в Занзибаре, и я видел, как действительно Индия разрабатывает и расширяет свои стратегии в других странах. А что бы вы предложили для России? Потому что все-таки ваша презентация основана на сочетании России с Индией. Вы знаете, я не понял. Можно еще раз? Ну, подсказка какая. Что бы вы порекомендовали России, чтобы Россия с точки зрения экспортирования таких стратегических технологий была на том же уровне, как и Индии? Хороший вопрос. Это довольно амбициозный такой подход. Ну, конечно, я с большим уважением к своим западным коллегам, но скажу, что мы на самом деле с Россией в очень хороших отношениях, и сегодня мы играем на равных. И наше взаимодействие должно быть на одном уровне. Да, с точки зрения технологий, может быть, Россия наверху, а мы внизу. Но, тем не менее, это еще ни о чем не говорит. Да? Мы в постоянной взаимообмене, и различные технологии, которыми сильна Россия, она может привнести в Индию, и наоборот, мы можем привнести в Россию то, чего нет в России, и создавать что-то новое совместно. Спасибо. Ну что, давайте объединять наши усилия в будущем. Спасибо. Продолжаем, и я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену нашего следующего спикера, партнера Precept Law Offices Индия, Гаурав Махаджан. Прошу вас. Друзья, давайте поддержим аплодисментами. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here. My regards to... Добрый день. Мне сегодня очень приятно быть сегодня здесь, присутствовать. Очень приятная дискуссия, очень великолепная платформа. А теперь, что касается того, о чем я буду говорить сегодня, это инвестиции в технологии, это экономический рост и расширение инфраструктуры,
Мой друг точно обозначил, насколько коллаборация и сотрудничество очень важна, теоретически важна. Как же ее реализовать на практике? Я бы хотел сегодня поговорить именно об стимулировании экономического роста через глобальные центры компетенции. Я, в частности, вот слайд обо мне. Я давно я являюсь адвокатом в области разрешения конфликтов. Я являюсь также членом BRICS CCI. В течение 20 лет своей работы в области разрешения конфликтов по технологическим вопросам и конфиденциальности данных, я много раз сталкивался с тем, насколько важно строить эти общие мосты между странами с точки зрения и правовой, и экономической. И коллаборация на этом уровне становится очень существенной возможностью для особенно БРИКС. Мы из разных стран, из разных культур, и у нас различный опыт, различная жизнь, мы имеем опыт в различных областях, и поэтому мы должны сочетать наши усилия, объединять их. Именно поэтому я хочу конвертировать эти глобальные центры компетенции в глобальные центры возможностей, в инновационный центр для новых технологий за счет использования кадрового резерва, инфраструктуры и политики Индии. Эта модель нацелена на ускорение инвестиций в технологии, а это приведет к экономическому росту и будет способствовать преодолению цифрового разрыва и способствовать сотрудничеству и инвестициям на глобальном уровне. И как это будет происходить, давайте посмотрим. Итак, глобальные центры компетенции – это офшорные подразделения, созданные глобальными транснациональными корпорациями для управления стратегическими операциями, исследования, разработки, цифровые инновации. За последние пару лет эти центры превратились из бэк-офиса в инновационные хабы, центры, которые возглавляют передовые технологии, таких как искусственный интеллект, блокчейн. Что очень важно, в этих центрах работает более 1,3 миллиона специалистов, и вклад составляет около процента ВВП Индии. Это влияет на рост нашей страны и на глобальную конкурентоспособность. И наше Министерство информационных технологий играет очень большую роль именно в том, что они способствуют дальнейшему росту глобальных центров компетенций. Цифры, которые вы видите на слайде, говорят сами за себя. Что очень важно, как я уже сказал, вклад таких центров в ВВП влияет на региональное развитие и глобальную конкурентоспособность Индии. Однако есть, конечно, и некие вызовы, проблемы, такие как пробелы в цифровых навыках, угрозы кибербезопасности, какие-то препятствия нормативного характера. Что касается важности технологий и строительства экосистем в странах БРИКС и создания глобальной мультинациональной корпорации, здесь может помочь именно тот опыт, который мы наработали на протяжении в процессе развития глобальных центров компетенции. Таким образом, свой вклад мы можем сделать и в развитие стран БРИКС через синергию и развитие таких общих технологий. И с учетом роста в геометрической прогрессии технологий такого уровня в Индии, мы еще раз понимаем, что прогресс, конечно, имеет место быть, и он продолжается. Итак, основная концепция, идея, в чем она заключается? Идея в использовании глобальных центров компетенций в Индии в качестве двигателя технологических инноваций и экономического роста. Это можно добиться, интегрируя передовые технологические возможности с
кадровым резервом Индии для разработки масштабируемых глобальных решений, как, например, в таких секторах, как здравоохранение, финансы, аэрокосмическая промышленность, ИТ, программное обеспечение и некоторые примеры центров глобальных компетенций, которые присутствуют в Индии, вносят значительный вклад в глобальную деятельность. Они включают очень много громких таких имен компаний, вот, которые перечислены на слайде. И что делает эту идею уникальной, эффективной? Это и двойная выгода. Это повышение эффективности, инновационного потенциала, транснациональных корпораций, при этом вносит, конечно, вклад в ВВП, в развитие Индии, и центры эти способствуют глобальному сотрудничеству, повышают устойчивость цепочек поставок, в Индии присутствуют и вносят значительный вклад в глобальную деятельность такие компании, как Microsoft India Global Delivery, Amazon India Development Center и другие. Очень важна здесь идея и влияние, необходимость такой двойной выгоды. Операционная эффективность многонациональных корпораций, которые действительно будут вносить ВВП, вносить вклад в ВВП стран БРИКС. Если мы хотим привлечь инвестиции в технологии, потому что инвестиции создают какое-некое воздействие, да, а воздействие — это значит создание и развитие новых видов бизнеса, это генерация рабочих мест. Что касается дальнейшего продвижения и глобальной коллаборации с глобальными центрами компетенций, это будет очень эффективно с точки зрения расходов для стран БРИКС, прежде всего. И теперь, как мы можем все это продвигать, как это можно реализовать на практике? Инвестиции в технологии, внедрение глобальных центров глобальной компетенции в качестве инновационных центров включает в себе 4 этапа. Первое. Содействие политике и развитие инфраструктуры. Инвестиционные возможности плюс сотрудничество с государственными учреждениями для улучшения инфраструктуры, стимулирования исследований и разработок, упрощения выдачи разрешений. Важно также создать хорошую экосистему за счет укрепления партнерских отношений для повышения квалификации талантов в области искусственного интеллекта, блокчейна, квантовых вычислений, плюс содействие сотрудничеству стартапов для стимулирования инноваций. И стартапы очень много вносят с точки зрения привнесения, стимулирования, точнее, прорывных инноваций, стимулирования бизнеса в целом. Таким стартапам потребуется очень много коллаборационных усилий. И поэтому нужно объединить усилия в рамках стран БРИКС, потому что очень много есть специалистов с прекрасными идеями, и ресурсов есть, но иногда не хватает инвестиций. Локализация и инклюзивность, расширение центров глобальной компетенции в городах Индии, они обеспечивают региональное развитие, интеграцию за счет найма местных талантов и специализированных программ обучения. И это на самом деле целый такой кадровый резерв талантов, где вы можете всегда найти для себя специалистов. Масштабируемость и глобальная интеграция. Содействовать надо обмену знаниями, совместным инновациям, посредством международного сотрудничества, создания инвестиционных возможностей в области
технологий. Я являюсь членом CCI BRICS, и я знаю, так много мероприятий проводится, и у нас очень много российских компаний, организаций, которые приезжают к нам, и в частности в Индию. И есть столько возможностей, и мы их всегда находим, мы обсуждаем какие-то точки пересечения. И, например, завтра в Дели будет проходить обсуждение дальнейших возможностей коллаборации между Индией и Россией. Необходимы ресурсы. Какие нам нужны ресурсы? Глобальные инвестиции частного сектора, стратегическая поддержка, академические связи, цифровая инфраструктура, инвестиции в технологии. Несомненно, это тот вопрос, который мы должны покрыть вместе. У нас есть проблемы. Мы говорили об удержании талантов, да? Это, в принципе, довольно щекотливый вопрос. Угрозы, риски, связанные с кибербезопасностью. И, конечно же, важно упомянуть трансграничное регулирование. Да, мы можем прийти к согласию, договоры подписать по технологиям и так далее, по различным видам коллаборации и сотрудничества, но нам нужна четкая структура трансграничного регулирования, которая позволит нам легко преодолевать все преграды, которые могут возникнуть у нас на пути. И стратегическое планирование, глобальное партнерство, то есть благодаря такому партнерству модель, о которой я рассказываю, становится масштабируемой и актуальной. К сожалению, у вас заканчивается время, и все, у меня последний слайд. И последнее, что касается того, какое глобальное влияние может иметь наша модель с точки зрения экономики. Как вы видите, с точки зрения генерации рабочих мест, прогнозы на все страны, основные страны БРИКС даны, и вы видите, это очень благоприятные прогнозы. Я думаю, что позиция здесь очень ясная. Центры глобальных технологий будут способствовать развитию экономики в целом в рамках стран БРИКС. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю вас за вашу презентацию. У меня один вопрос. Как, по вашему мнению, как можно изменить образовательные программы, что ли, потому что мы можем привнести такие центры в другие страны. Вы знаете, мы в основном акцентируем внимание на каких-то основных крупных, что ли, городах, но мы понимаем, что мы должны создать некий ландшафт для таких центров, поэтому образование и практически тренинговые программы играют здесь очень большую роль. Их можно реализовать в компаниях, и можно очень быстро реализовать. Я думаю, что с этой целью нужно создать дорожные карты вместе с колледжами и университетами, вместе с государством. То есть нам нужны общие усилия. И тогда, я думаю, будет легче проводить такой тренинг и обучение. Второй вопрос по той же теме. Исходя из опыта в моей стране, когда люди едут учиться в крупные города, у них дальше сложно их вернуть назад. Да? То есть они остаются в тех крупных городах или странах, или переезжают в другие страны. А как вы потом возвращаете обратно их? Ваших уже специалистов, получивших такое образование. Вы знаете, здесь, я считаю, что город должен предоставлять возможности для дальнейшего развития
специалистов. И это вопрос, прежде всего, касается местных органов власти. Но нам нужно также думать и о концепции, изменить общую концепцию подхода. Потому что очень много, например, индийцев, которые работали какое-то время в США, возвращаются в Индию. Вот, например, возьмем, к примеру, Зохо. Зохо работает над технологиями компьютерных предложений, и они создали компанию практически такого же уровня в Индии, таким образом привлекая туда кадровый резерв, талантливый кадровый резерв из других более крупных городов. Да. Как вы считаете, необходима какая-то платформа, чтобы расширить, что ли, возможность вашей программы? Вы могли повторить еще раз? То есть вы считаете, что нужна платформа, чтобы покрыть большее количество людей, или нужно как бы входить в определенные зоны? Должна быть инициатива со стороны частного сектора, колледжей и университетов, инициативы со стороны местных органов власти, частных компаний, которые будут представлять центры, где можно узнать реализацию, можно узнать все, что необходимо. То есть это будет такой первый шаг для будущих талантов, которые поймут, что вот это та область, где они могут себя реализовать. Мне нравится этот слайд, очень интересный. Вы говорите, что Индия специализируется в искусственном интеллекте, Китай в искусственном интеллекте, а Россия в ПО. Так, 1,9 миллионов для Индии, да, против России 0,08 миллионов. Довольно большое различие, правда? Поэтому первый вопрос. Почему такая разница? И второй вопрос. Вы упомянули о глобальных центрах, но вот идея хорошая. Но здесь мы видим Индия, Китай и Россия, и центры в этих странах, и все они могут как бы сделать свой вклад в ПО и в IT. Как вы видите эту вот бизнес-модель, такой, сочетающую все эти три страны вместе? Потому что я знаю, что да, вот и Южная Африка, Бразилия, нет, здесь IT, мы будем здесь говорить именно об трех странах: Индии, России и Китае. И первая часть вопроса: почему вы видите такую разницу 1,9 и 0,08? Что, это касается, прежде всего, ключевых секторов, да, когда мы говорим о цифре в 0,08, потому что в каких-то странах это в основном это неокр, в каких-то другие. То есть эти цифры, они такие прогнозируемые. Почему? В России когда рассматривал Россию, я рассматривал два основных сектора. Поэтому, возможно, чего-то здесь и не хватает. А что касается... Здесь... Я сосредоточил внимание на определенных типах секторов. И что касается вашего второго вопроса... Конечно, может происходить сотрудничество и в отношении создания пула специалистов, найма правильных специалистов. У нас есть необходимость трудоустройства, а также есть необходимость наращивания технологий. Спасибо. Спасибо, господин Мхаджан, за ваши вопросы. Аплодисментами. Спасибо большое.
Ну что, мы продолжаемся, идем в очень хорошем тайминге. И я вызываю на эту сцену нашего следующего спикера, кандидата экономических наук, заместитель директора по цифровым технологиям ОНО «Цифровая экономика России» Евгений Осадчук. Евгений, сцена ваша. Уважаемые друзья, уважаемые судьи, добрый день. Позвольте мне сегодня выступить все-таки на русском языке, потому что предыдущие сообщения, сессии, они привносят некую дополнительную информацию, и мне будет удобнее ее действительно излагать на своем языке. Меня зовут Осадчук Евгений, я возглавляю направление искусственного интеллекта в компании, которая называется «Цифровая экономика». Это флагманская платформа для организации диалога между бизнесом, государством, наукой и образованием в России. Вот. Мы предлагаем достаточно простой интеграционный проект, который позволит объединить усилия глобального юга, России, глобального востока в разработке технологий искусственного интеллекта. Когда мы писали этот проект, мы преследовали несколько целей. Ну, во-первых, это же, конечно же, аккумулирование ресурсов, которых у Соединенных Штатов Америки, у Европы больше значительно, чем у отдельных стран России, глобального юга, глобального востока. И этот проект призван объединить эти ресурсы. Не только финансовые, но и интеллектуальные, и инфраструктурные, и так далее. Вторая цель – это, конечно же, в период деглобализации, да, той деглобализации, которая была инициирована 20-30 лет назад международными корпорациями, вот в период разрушения этой глобализации создать все-таки какие-то новые объединяющие структуры, да, новые форматы, которые позволят регионам мира, которые вот были охвачены той старой глобализацией, сделать ее по новой, но на более выгодной для себя основе, на более интеллектуальной основе. Ну и третье, это, конечно же, как мы сегодня обсуждали на пленарной сессии, это безумная динамика глобального юга. Вот. Как правильно сегодня сказал Максим Орешкин, в России, да и, наверное, уже в Китае, пик этой динамики пройден. И вот эту динамику, которую показывает, значит, глобальный юг, ее тоже все-таки нужно включать, вовлекая страны в развитие технологий искусственного интеллекта. Если мы не объединимся, то понятно, что будет со всеми нами. Да? То есть наши отдельные страновые бюджеты, которые несопоставимы с бюджетами развитых стран, они не позволят нам развивать собственные технологии на конкурентоспособном уровне. Вот. И нас просто превратят в технологическую колонию, вот, в которой мы и будем продолжать свое существование. Между тем, вот данный проект интеграционный, он позволит реализовать нашим странам политику импортозамещения, вот, позволит создать, наверное, ну, так скажем, собственную дружественную технологическую зону. Да? Есть технологическая зона Соединенных Штатов Америки, есть европейская технологическая зона, Китай свою создает. И все-таки нам, глобальному югу, России, Востоку, нужно создавать свою дружественную технологическую зону с одинаковыми стандартами, одинаковым подходом и одинаковым пониманиями друг друга. Вот. Есть и такая цель у нашего проекта. На каких технологиях этот интеграционный проект может быть сосредоточен? Ну, есть два варианта. Во-первых, на самых передовых технологиях. Сильный искусственный интеллект, операционные системы на базе искусственного интеллекта, агентский искусственный интеллект и так далее. При этом мы понимаем, что далеко не всем странам глобального юга нужны вот эти вот пиковые технологии. Для многих из этих стран интересуют технологии, ну, скажем так, немножко практичные, более практичные. Ну, например, там, для сельского хозяйства, да, в целях увеличения урожайности. Или, например, для образования, да, для того, чтобы у учащихся были отдельные, значит, индивидуальные траектории образовательные. Для здравоохранения, да, это диагностика, это выявление, предсказание эпидемий, значит, для устранения экологических проблем, вот, для оптимизации процессов переработки и утилизации отходов, предсказания последствий климатических изменений, предсказания засухи и так далее. Предсказывая, мы понимаем, какие ресурсы, куда, в какой регион надо перебрасывать. Что со своей стороны Россия могла бы... Так, прошу прощения. Россия могла бы предложить в этот проект.
Ну, во-первых, в России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» созданы 12 исследовательских центров. Они работают с 2021 года. Каждый из этих исследовательских центров имеет свою специализацию. Значит, там, условно говоря, можно сказать, что выстроена цепочка: фундаментальные исследования, прикладные исследования, трансфер технологий в реальный сектор экономики. Дальше, второй пункт – это технологии и компетенции технологических лидеров России. Да? Вы знакомы, наверное, с такими компаниями, как Яндекс, Сбербанк, Банк ВТБ. Все они активно преобразуются сейчас в цифровые компании. Они ездят, когда была возможность, в Кремниевую долину, берут оттуда опыт и перестраивают свои внутренние процессы. Идет жесткая цифровая трансформация компаний. Они понимают, что им надо выживать в этом мире. Третий вклад – это, конечно же, я так скажу, изворотливое предпринимательское сообщество России, которое в условиях санкций продолжает функционировать, таскает из-за рубежа все, что только можно. Вот. Значит, они быстро внедряют IT-технологии, дают по этим технологиям обратную связь, которая служит, значит, источником развития дальнейшего этих технологий. И можно было бы, наверное, выделить два основных этапа. Ну, естественно, этап подготовки и этап реализации. Вот на первом этапе нам бы неплохо было бы договориться со странами глобального юга, глобального востока о пуле технологий, который будет, востребован всеми. Да? Это может быть сельское хозяйство, это может быть медицина, это может быть образование. Вот. Потом договориться о механизмах аккумулирования ресурсов, механизмах согласования научной повестки, принципах распределения совместной работы между исследовательскими группами из разных стран. Вот. Конечно же, нам потребуется какая-то цифровая платформа, на которой мы будем размещать результаты интеллектуальной деятельности, на которой мы будем обмениваться. Это полезно еще и потому, что к проекту будут привлекаться, так скажем, организации, которые не являются вот прям непосредственными участниками проекта. Свободные организации, у которых посмотрели, чего мы делаем, и которые по своей собственной инициативе предлагают какие-то разработки, какие-то технологии. Вот. Ну и, конечно же, нам нужно будет договориться, как мы вообще это все мониторим, как отслеживаем, как производим замену тех команд, которые не справляются со своими задачами. К сожалению, будет и такое. Ну, говоря об выгодах искусственного интеллекта, наверное, только ленивая консалтинговая компания не кричит о том, какие проценты нам обеспечивает в будущем искусственный интеллект. Да? Нам главное, наверное, не это, а главное то, что объединение наших усилий позволит действительно добиться этих и гораздо больших процентов. На этом позвольте свое сообщение закончить и перейти к вопросам. Спасибо. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо, спасибо, Евгений, в том числе за тайминг. Друзья, ваши вопросы, коллеги. Или, может быть, реплики, комментарии. Please. Пожалуйста. Спасибо большое, господин Сачук, за вашу презентацию. Цифровая экономика. Мы всегда говорим, что очень важен человеческий капитал в любой цифровой экономике. В своих исследованиях я пришел к такому парадоксу. Человеческий капитал нужен и для цифровой экономики, а искусственный интеллект приводит к уменьшению человеческого капитала. Это парадокс, который я пока не решил, но, может быть, у вас есть какое-то решение. Это мой первый вопрос. Второй. Вы говорили о двух этапах, да, международного проекта. Это преимущественно связано с исследованиями. Или, может быть, преимущественно с исследованиями. Я хотела бы понять роль предпринимателей в первом и втором этапах реализации вашей идеи. Как на этапе подготовки, так и на этапе реализации. И третий вопрос. Вы говорили о 12 центрах, да, искусственного интеллекта. Насколько я помню, наши коллеги из Индии говорили о том, что здесь шла речь о создании Кремниевой долины в России, да? Почему не
добавить еще центр, который будет играть международную роль для международного предпринимательства в области искусственного интеллекта, будь то Индия или Бразилия или любая другая из стран БРИКС. Так что вот у меня 3 вопроса к вам. Большое за вопросы. Так, я буду вспоминать. Первый посвящен тому, как искусственный интеллект влияет на, по-моему, интеллектуальный потенциал пользователей. Парадокс между человеческим капиталом в цифровой экономике, да, и в то же время развитием искусственного интеллекта, который сокращает человеческий капитал в экономике, роль человеческого капитала в экономике, если хотите. Сложный, конечно, вопрос о влиянии искусственного интеллекта на занятость и тому подобное. Безусловно, исследования показывают, что на текущем этапе развития компании не сокращают свой персонал, они, значит, продолжают, так скажем, прокачивать свой персонал в части повышения умения пользования технологиями искусственного интеллекта. Как будет развиваться картина в будущем? Возможно, действительно будут сокращения, значит, персонала. Есть исследования, которые показывают, что этого не произойдет. Есть исследования, которые показывают, что это обязательно произойдет. С точки зрения человеческого капитала мы должны развивать себя таким образом, чтобы уметь конкурировать с технологиями искусственного интеллекта. Понятно, что искусственный интеллект считает быстрее. Да? Но, например, у человека есть такое свойство, как интуиция. Она развивается достаточно долго, основана на практическом опыте использования и так далее. И она позволит нам обходить искусственный интеллект. Давайте вспомним исторический пример. Значит, 2 французских математика, да? Которые, я не буду их называть имена, которые, значит, каждый из них дал по своей теореме. Вот. Которые эти теоремы потом мы доказывали в течение 100 лет. Все человечество, все математики. Возникает вопрос, как они догадались, не имея ни вычислительных мощностей, не имея ни миллиона математиков, которые им эти теоремы бы выводили? Ответ простой. Они догадались. Это интуиция. Вот именно интуиция позволит человечеству бороться с искусственным интеллектом. Когда он будет делать свои вычисления, многодневные, многолетние, человек будет на основе своей интуиции сокращать этот временной лаг, с моей точки зрения. Второй вопрос. So, please repeat. Second questions one by one, please. Повторите, пожалуйста, вопрос. Давайте по одному будем задавать. Давайте второй пропустим. Давайте сразу к третьему, хорошо? Третий вопрос такой. У нас тут присутствовал гость из Индии, который предлагал прекрасные идеи для сотрудничества России и Индии в области цифровой экономики. В России, как вы сказали, 12 центров, посвященных искусственному интеллекту, так почему бы не создать еще один 13-й центр, может быть, в том же Сочи, который будет играть роль международного центра и привлекать предпринимателей из Индии, Бразилии, Африки и других стран в качестве предпринимателей для работы здесь, в России? Прекрасная, на мой взгляд, идея. Потому что международные коллаборации, они дают дополнительный импульс развития технологий в каждой из тех стран, которые в этой коллаборации участвуют. Поэтому мы открыты к сотрудничеству. Если будет запрос со стороны индийской стороны, мы, конечно же, его рассмотрим. Вот. Сейчас уровень сотрудничества России и Индии очень высок. Но если мы еще сделаем такую совместную организацию, то будет прекрасно. Спасибо. Да, прошу. Please. Пожалуйста. Представим на минутку, что вот БРИКС стал чемпионом мира по искусственному интеллекту в области данных, информации и технологий. Не могли бы вы рассказать, что это за мир будет с точки зрения знаний? Потому что если мы говорим о мировом порядке, мы говорим об изменениях к лучшему. Мы видим, что данные и искусственный интеллект растут гораздо быстрее.
Вот, например, через 10 лет, что мы достигнем с точки зрения мудрости в этом отношении? Спасибо большое за вопрос. Что мы достигнем с точки зрения мудрости? Я бы на самом деле немножко переформулировал, если позволите. Что мы достигнем с точки зрения человеческого отношения к человеку? Потому что сейчас двигателями развития технологий искусственного интеллекта являются корпорации. Вот. И, например, знаменитая OpenAI разогнала свое подразделение, которое отвечает за соблюдение этических норм при разработке искусственного интеллекта. Примером этому последовал Google, примером этому последовал Meta. Вот. То есть в погоне за практическим применением технологий искусственного интеллекта, значит, мы как бы отбрасываем принципы этического содержания. Если мы будем развиваться так и далее, то через 10 лет мы получим цифровой ад. И, конечно же, значит, создание вот этих вот интеграционных проектов с глобальным югом вот, позволяет нам все-таки перекроить этические вопросы в части использования искусственного интеллекта и сделать это более, ну, скажем, ориентированным на человека. Вот, поэтому, значит, что нас ждет через 10 лет, зависит от того, что в головах тех людей, которые разрабатывают технологии искусственного интеллекта. Если они пренебрегают принципы этики, то мы получим одно будущее. Если мы будем все-таки брать их на вооружение, не исключать из своей практики, то будущее у нас будет другим. Ну вот, наверное, весь ответ. Кто победит, посмотрим. And the last questions, please. Пожалуйста, последний вопрос. У меня менее философский вопрос. Имея в виду, что необходимо быстро, да, внедрять этот процесс, какие риски вы готовы принимать на себя? Такие центры часто совершают много ошибок. Как вы думаете, кто должен финансировать это все? Ну вот отчасти те 12 исследовательских центров, которые созданы в России, они финансируются и государством. Вот. Проекты совместные с бизнесом финансирует бизнес. Вот. То есть тут должно быть несколько источников финансирования, несколько голосов принятия решений, чтобы выдержать какой-то баланс. Мы не зря называемся организацией, площадкой взаимодействия бизнеса и государства. Именно на нашей площадке вырабатываются такие вот, значит, компромиссные позиции. Я думаю, и в части финансирования, а финансирование – это степень влияния, должно быть все-таки представлено все многообразие, вся палитра заинтересантов. Спасибо. Евгений, ну вы продумали такую организационно-правовую форму, что называется? Кто будет администрировать, да, не только фондировать, но и администрировать? Ну, администрировать должна все-таки, значит, какая-то, наверное, международная группа, которая будет принимать коллегиальные решения, в том числе и по замене исполнителей, значит, оценке результатов, их принятия, распределения работ между научными группами. Это, конечно, не ООН, но вот что-то вот как бы близкое, но более эффективное. Спасибо, Евгений. Друзья, Евгений Осадчук, давайте поддержим аплодисментами. Спасибо большое за доклад и ответы на вопросы. Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену нашего финального докладчика, студента Национального института транспорта из Танзании Майкл Бернард Мвидете. Майкл Бернард, прошу вас. Добрый день, все присутствующие. Прямо сейчас в некоторых частях света какой-нибудь фермер использует пестициды. 50% этих пестицидов, они вредят природе. А это ведет к очень отрицательным, негативным последствиям. Извините, сейчас поддержим аплодисментами. Итак,
прямо сейчас где-то в какой-то части света фермер распыляет пестициды на своем земельном участке, но 50% это просто уходит куда-то в другую сторону, совершенно буквально заражая нашу природу. И в следующий раз, когда этот фермер будет использовать дроны, который будет таргетно, точно распылять эти препараты, тогда у нас и будет точное земледелие на основе так называемого искусственного интеллекта. На фермерские хозяйства, о которых я говорю, находятся в центральной части Танзании, и на протяжении многих поколений они используют пестициды. Но на сегодняшний день ситуация меняется. Итак, пару слов о себе. Я студент, я архитектор, я из фермерской семьи. Я, кроме того, блогер, пишу на темы сельского хозяйства и агротехнологий. Итак, зачем же нам необходимы такие дроны, сельскохозяйственные дроны? Ну, прежде всего, нам нужно в качестве необходимо из-за безопасности, потому что если мы примем во внимание такие параметры, как климатический кризис, да, с 1961 года мы наблюдаем падение на 21% производительности сельского хозяйства. На 30% у нас уменьшилось число фермеров, начиная с 2000 года. Ну а что касается пестицидов, то они уничтожают 40%, вредителей, то они уничтожают 40% урожая. Отсюда экономические потери. На сегодняшний день есть прогнозы сильного роста населения в мире, особенно в Африке. Но мы понимаем, что с учетом этого мы не можем позволить этим новым поколениям продолжать использовать пестициды и следовать традиционным видам фермерства. Для этого им нужны дроны. Что они могут делать? Они могут сканировать используя мультиспектральные сенсоры, и таким образом картировать, что ли, здоровье почвы, все нюансы, степень увлажненности, наличие вредителей. Потом наступает процесс анализа, искусственный интеллект выявляет все угрозы и предоставляет пути выхода. И, наконец, фаза действия. Дроны помогают, например, таргетно распылять воду или семена с точностью в плюс-минус 2 сантиметра. Это не научная фантастика, поверьте. В принципе, уже, если я не ошибаюсь, в Японии это используют. Это позволит увеличить производительность фермерства производительность фермеров на 20%. В Индии такие же позитивные цифры. Теперь, если говорить о Танзании, такой подход тоже может позволить действительно улучшить ситуацию. То есть есть потенциал использования дронов в сельском хозяйстве. Как можно на глобальном уровне использовать такие технологии? Ну, прежде всего, нам какие нужно пройти фазы? Фаза развертывания. Нам необходимо наладить такие дроны мультиспектральными термальными камерами для того, чтобы они могли картировать поля. Плюс еще есть анализ со стороны искусственного интеллекта, переработка данных посредством машинного обучения для выявления всех угроз. Все это можно делать с помощью дополнительных инструментов и моделей, таких как TensorFlow, Agriboot. Ну, несомненно, безусловно, нужна поддержка со стороны государства. Государству необходимы государственные инвестиции. Эти инвестиции себя оправдают в любом случае, потому что это позволит
значительно снизить расходы и повысить производительность сельского хозяйства. Я хочу сейчас вот, чтобы мы перенеслись в 2030 год, эти технологии уже будут реализованы и позволят сократить выбросы углекислого газа на 75%, что эквивалентно. Мы можем также также можем снизить расход воды на 25%. И кроме всего прочего, что очень важно, на 50% снизить потребление химикатов, а значит уменьшить негативный вклад в окружающую среду. И, конечно же, повысить производительность, а значит накормить больше людей. Мое поколение считает, что необходимо использовать такие технологии. Они уже доказали свою эффективность в некоторых странах, и тем более они будут эффективны на африканском континенте и в моей стране, Танзании. Особенно с учетом продовольственного кризиса, который сегодня он есть, и он только будет становиться еще более серьезным. Теперь я готов ответить на ваши вопросы. Благодарю вас за ваше внимание. К Майклу. Please. Very interesting concept. Интересный концепт использовать дроны для использования удобрений, пестицидов и так далее. Я думаю, что ваша идея была бы более привлекательной, если использовать солнечную энергию для зарядки этих дронов. Тогда у вас будет энергоэффективность с точки зрения, и вы сократите во многом стоимость применения этих БПЛА. Да, спасибо, хорошая идея, принимаю на 100%. Еще есть вопросы? Благодарю вас за вашу презентацию. Мне бы хотелось знать, что вы думаете о содержании, то есть техническое содержание дальнейшее дронов в случае, если они вдруг перестанут функционировать, кто будет этим заниматься, ремонтировать их и так далее. Исходя из собственного опыта, у нас есть уже проект на эту тему. Мы уже в принципе умеем это делать сами. А кто это делает? Я имею в виду фермеры сами, или есть какие-то технические такой сервис, определенные центры, куда они могут сдать свои дроны для ремонта? Ну, прежде всего, мы даем все время рекомендации фермерам, мы расширяем их опыт, обучаем их каким-то, может быть, небольшим ремонтным работам, которые могут они сделать сами, но в более серьезных вариантах ремонта, я имею в виду, тогда мы уже, наш центр им помогает. Есть еще вопросы, идеи, комментарии? Стоимость этих дронов, это же такие специализированные, они экономят воду, все и так далее. Ну вот для мелких фермеров, для тех, у кого производство не очень крупное, это выгодно для них покупать такие дроны. Вы знаете, стоимость не очень высокая, потому что до сих пор дроны, которые функционируют полностью, это где-то 12 тысяч.
Ну, а самые такие простые от 1000 до 10. Спасибо большое за ваши ответы. Друзья, ну что же, на этом наша панельная сессия подходит к концу, но это еще не все. Многие докладчики наши сегодня говорили о перспективах использования искусственного интеллекта. Мы решили попытать искусственный интеллект российского производства, разумеется, Яндекс.GPT, который для нас специально прочитал резюме, все эссе по теме инвестиций в технологии и составил для нас вот по итогам, собственно, этого прочтения и анализа облака тегов. Давайте выведем его на экран, а затем я бы попросил наших экспертов прокомментировать это облако и, может быть, добавить какое-то слово из тех, чего здесь не хватает. Ну, в общем-то, все довольно стабильно и позитивно. Взгляд Яндекс.GPT в будущее вполне себе оптимистичен. И sustainable, и urban development, social entrepreneurship. В общем-то, довольно позитивный взгляд. Друзья, добавите ли что-то еще в это облако тегов, что там обязательно должно быть в контексте, конечно, нашего разговора про инвестиции в технологии? Yes, please. Я бы хотел бы увидеть здесь мудрость в этом списке. И поскольку, ну, пока у нас не будет, нам не будет хватать мудрости, навряд ли мы сможем как бы построить, что ли, новый мир, то есть перестроиться и перейти из одного порядка, что ли, в другой, более правильный, более успешный, более высокий. Еще есть комментарии? Я думаю, еще слово «образование» и «энергия» или «энергетика». Ну что ж, отлично. Еще есть варианты? Вы знаете, я считаю, образование должно быть. Я, как человек из академических кругов, считаю, что слово «образование» должно быть где-то в центре, крупными буквами, чтобы бросалось в глаза. И, возможно, взаимосвязь с образованием. Молодежь, слово «молодежь» — это же ведь следующее поколение, которые, в принципе, и будут строить будущее. Это поколение Z, это, возможно, то есть такой аспект поколенческого характера. Благодарю вас. Ну, например, сотрудничество, коллаборация. Вы знаете, мне кажется, все слова, которые необходимы, они тут есть на экране, плюс еще те, что добавили мои коллеги. Итак, коллаборация, сотрудничество и любознательность. Очень приятное. Настало время выбрать наиболее понравившегося вам и нашим зрителям спикера. Для этого я попрошу вывести на экран QR-код, а вас достать свои телефоны и, собственно, проголосовать за того спикера, который вам показался наиболее убедительным, ярким и содержательным. Собственно, именно этот спикер будет приглашен 30 апреля в качестве спикера для участия в итоговом открытом диалоге. Друзья, давайте попробуем проголосовать, если мы, конечно, увидим сейчас QR-код, и он заработает. QR-код на экране. Друзья, уважаемые эксперты также могут его отсканировать. Выбрать можно только одного кандидата. Сейчас мы посмотрим, кто был наиболее хорош. Давайте проголосуем в течение минуты и затем определим победителя. Очень интересно понять, как распределяться голоса участников. Каждый спикер был по-своему хорош, убедителен. В каждом проекте было рациональное, интересное звено, ядро, зерно или даже несколько. Ну вот буквально через 30-10 секунд, может быть, мы узнаем имя победителя. Друзья, как только результаты голосования будут готовы, я попрошу вывести их на экран.
Если кто-то еще не проголосовал, у нас есть еще немного времени, и затем мы узнаем имя победителя. Если техника нас не подведет, да, в нашем магическом будущем, технологическом, зачастую все ломается на мелочах, но уверен, в этот раз будет не так. Итак, друзья, Неля Мехрабова стала победителем нашего сегодняшнего конкурса, нашей питч-панели. С удовольствием приглашаем вас для участия в итоговом открытом диалоге. Но я бы хотел поблагодарить всех наших спикеров. Повторюсь, все были в чем-то хороши, у всех были интересные идеи, которые, уверен, позволят нам все вместе построить интересное, мощное, здоровое технологическое общество. Также отдельно бы хотел поблагодарить наших экспертов за реплики, за интересные вопросы, ну и за участие в открытом диалоге. Друзья, успехов вам как в рамках нашей конференции, так и за ее пределами. Спасибо за участие в открытых диалогах.